Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет! Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. С вами Серега, с вами Индомита. Вот. Сегодня у нас на обзоре ЛТшка 6 уровня. Нация Великобритания. Проходная прокачиваемая ветка. Танчик Crusader. Мне вообще Великобритания нравится на младших левелах, да и до старших очень прикольные машины. Вот. А чем же хорош этот танчик? Ну, сегодня у нас полноценный обзор, гайд по этой машине. Давайте разбираться, в чем же он красавчик. Вот. Обычно мы идем сразу смотреть бронирование, но в этом случае не пойдем, потому что брони тут нет от слова совсем. Бронирование корпуса 40-51 башни, поэтому нас пробивают фугасами. Фугасами пробивать не то, что обычными снарядами, даже фугасами. Поэтому брони нету. Все запомнили и забыли одновременно. Смотрим основные модули. Нам прилагается куча пушек. Предлагаю вот на эту пушку 4 уровня со стоковой вообще не идти, потому что, ну, нафиг нам фугасница не нужна. По сути, это фугасница на ЛТХе, ну, такое себе чудо. Вот. Нас интересует пушка 5 левела. Вот. 75 альфа, да, немного. 110 пробить основным. Голдой 180 на ЛТшке, да. Заряжается 2,2 секунды на стоке. 0,37 точность, хорошая точность. И время сведения тоже комфортное, 2 секунды. Вот. По башне. Нам она добавляет, по-моему, обзора, насколько я помню, да. И скорость поворота от башни, правда, снижается. Но для нас, как для ЛТ, важный обзор, поэтому обязательно проходим через топовую башню и идем вот на эту пушку. Для любой ЛТшки важна связь с союзниками, соответственно, топовая рация в 550 метров все же лучше, чем 375 на стоке. Так же, как и ЛТ, нам важен двигатель максимальный, и тут вот 410 лошадей, на стойке у нас 395. Чуть-чуть разница, но она все же есть, пускай и минимальная. По ходовой 45 градусов в секунду поворот, здесь 40 плюс 5. Тоже важный параметр. По полевой модернизации рекомендую во втором блоке качать настройку клапанов. Нам это даст мощности двигателя. Я вот на ней уже прожал. Кстати, вот сейчас повыше еще раз уровень. Ух. Так, дальше в 4 блоке от времени заряжания, от размера круга сведения. У нас пушка и так достаточно точная, а вот бой в упор с вражескими ЛТ важен КД. Хотя у нас и так хороший, но его всегда нужно повышать на ЛТшках для перестрелки в упор с вражескими ЛТшками. Поэтому выбираем настройку механизма заряжания. И в 5 блоке смотрим, так, максимальной скорости назад. Нафиг нам эта скорость назад не нужна. Почему? Дополнительная. Потому что у нас и так мы будем кататься на этой ЛТХе с турбиной. У нас и так назад 24. Мы лучше прокачаем защиту от фугасного урона. На всякий случай. По нам будет стоять где-то стрелять, возможно, даже и арта. Да и обычные танки нас будут пытаться фугасами бить. Поэтому рекомендую прокачать именно этот, ну, скажем так, модуль. По оборудованию стандартный дефолтный набор для ЛТ-вода мы ставим в основной слот, дающий дополнительный буст к обзору, просветленную оптику. Мы ставим сюда малошумку и мы ставим турбину. Иногда, когда прокачаете полностью полевую модернизацию, можно вариацию ставить с, например, улучшенной вентиляцией. Реально, вот с улучшенной вентиляцией. Надо смотреть по картам, на какую вы будете попадать. Вот. По снарядам. У нас основной снаряд, это ББХ, летит почти 900 метров в секунду. Это нормально. Голда летит 1115. Приучитывая вот это бронепробитие, вы можете одноуровневые танки и даже на 1 уровень старше 7 левела тяжелые танки бить, выцеливая, конечно, но бить голдой все-таки 180. Вот. По снаряжению стандартный комплект: ремка, аптечка,
автоматический огнетушитель, но поскольку у меня экипаж со старшего танчика, с Ксора я посадил, да, и не трачу на переобучение голду, я ее экономлю даже на обзорах, я поставил доп. Паёк. Экипаж у нас 3 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевого братства. Дальше качаете, как показано в табличке. Вот. По УВН у нас все хорошо, минус 12 градусов. Даже с больным экипажем, не переобученным на эту машину, у меня 2 секунды время сведения, 0,37 точность, как на стойке. Могла бы быть, если экипаж был переобучен, 0,34. Время сведения у меня могло бы быть с нормальным экипажем аж, сколько тут получается, 1,95, да, меньше 2 секунд. Заряжается 2,21, а могло бы быть, так, сколько тут, 2,1, ну, 2 секунды. Что вполне себе. По ХП у нас 680, нормальное стандартное значение для ЛТ 6 левела. По мобильности у нас 60 вперед, 24 назад, почти 23 лошади на тонну. Незаметность у нас, у меня, кстати, перк вкачан у всех, незаметность. Соответственно, 38% неподвижные в движении. Обзор у нас 404 метра, и у меня еще штраф 35. Так бы было бы 440 почти метров, да? Ну ничего страшного, я сыграю и так. Тачка мне это очень нравится, она подвижная, нравится пушка ПКД, точность пушки, УВН, то есть все, чтобы не только светить, но и настреливать. По плюсам и минусам машины. Размер танчика маленький, он низкий. Даже в маленьких кустах он незаметный. И в целом по незаметности он в принципе неплохой. По подвижности здесь все четко, все ровно, модно, молодежно. По пушке никаких претензий ни к скорости полета, ни к УВНу, ни к пробитию, если не хватает на основном снаряде. Бьете, что называется, голдой под колом. Вот. Ну, брони здесь понять нет, это все-таки ЛТшка. И как по мне, этот танчик, ну, в принципе, не имеет минусов-то. Не имеет. Поэтому это почти имба, проходная ветка, не прям танчик, а комфортная, достаточно стабилизированная машина. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, подергаем за рычаги, как данная машина играет с современным рендами. Погнали. Итак, попали мы на Руинберг. У нас обзор боем легкий. Танк Великобритании 6 уровня, проходная прокачиваемая ветка Крусайдер. Вот, Крусайдер, да. Такой мини-кромвель. Сейчас у нас обзор боем. Пусть даже у нас больной экипаж, не переобучен на эту машину на 100%, да. Но в любом случае сейчас мы запотеем на нем. Честный бой, 6 левела. ЛТшек 2. МТшка и колесник у них. Ввиду дорогостоящего товара и криминогенной обстановки в нашем районе, нам с Горкой выдали новый служебный инвентарь. Александр Родионович Бородач. Я не растерялся, я же охранник. Борьба идет, это хорошо, борьба. Жопа торчала голая. Да, какая-то дичь. Че, расколол? Хер там расколол. Я реально не знаю. Да, короче, я ни разу не пробил, чтобы вы понимали.
Опа. Какие люди. Сюда идите, Вася! Ну теперь не я вас буду бить, теперь Восток будет бить, понятно? Он мне водяры не даст. Я не разбираюсь. Я тогда достал свою морковку и дал ему морковку. Посетили об землю, на! Молодой, горячий. Делать будет это тебе сюрприз. Заработал 2000 рублей. Молодой, горячий. Вот так, а по-русски вы научись. Говорите, Рома. Эх, ты попал разок. Ну все. На этом ты отпопадался. Ну 810 настреляли, 500 насветили. Так, теперь главное не торопиться. Так. Так, ну, АТшка уже, я думаю, не вылезет. И не с руки. Мне бы засветить всяких базотов. О, засветить. Я не растерялся, я же охранник. Стой, стой. Недоразумение, ребят. Крути Динамо, понял? Начальника, ребят. Ща она аж тебя выковырит. Ты ж маленьких обижает. Ага, стоит цель. Шпили-выли делать будет. Это тебе На тебе сюрприз. больно. Все, отвоевался. Ну нормально, чё, полтораху дали. Закусь. Ну теперь не я вас буду бить, теперь Восток будет бить, понятно? Уничтожу тебя морально. Я ниже плинтуса. Приветствую тебя, брат, как говорите, жрануть. Понятно. Он мне водяры не даст. Нормально. Ну еще партия покидали. Все убили. Сойдет 2К суммарного урона, 678 на света, 1325 урона. Вообще огонь. Достаточно подвижная ЛТшка, хорошая КД. На голде, в принципе, да, хватает пробить, когда бронированная техника попадается. Интересная машина, прям реально интересная. С такой быстро заряжающей пушкой прям огонь. 121 тысяча нам начислено. Так. Да. Блин, почти мастера. Могли бы чуть-чуть еще и мастера. И, кстати, в команде среди всех тяжелых средних ПТшек мы заняли первое место по урону. 1395, 3 фрага. И опыту больше всего взяли. Вот такой вот интересный танчик. 678 насветили. Чистым 55. Ну, мы тут голдой немного постреляли. У меня были ББхи и голда. В целом, да, так точно, все хорошо. Отличный агрегат. Отлично. Ставлю 4. Твердую 4. С плюсом не поставлю все-таки, потому что подвижности все-таки мне немного не хватило. Но вот на этом комплекте оборудования, я думаю,
именно на нем нужно играть эту машину. Ребят, пишите свои комментарии, если у вас такой аппарат в ангаре, катаетесь на нем или нет. Вот. Какое вы используете оборудование. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.